Внимание! Данное видео может навредить вашей психике и сделано в целях ознакомления с игрой Сая Наута. Все показанное вымысел и не имеет отношения к реальной жизни, а все спорные моменты будут подвергнуты цензуре. Ну что ж, добро пожаловать на это точно не кликабельное видео. Ведь то, что мы сегодня будем обсуждать, это действительно история не для слабонервных. Для примера, в одном из прошлых видео я делал обзор на Эйфорию, которую некоторые считают очень жесткой игрой, способной сломать психику. И записывают аж часовые видео на эту тему. Хотя, лично я не увидел прям ничего реально жесткого в Эйфории. Но то, что будет в песне Саи, поверьте, это даже близко не стоит с Эйфорией. И тут уже мне было немного не по себе, когда 80% визуала игры состоит буквально из гура. Если что, гура — это жанр, в котором делается акцент на кровь, мясо, всякие внутренние органы и прочее дерьмо. Но, как вы понимаете, я бы не делал это видео только из-за жанра. Думаю, если вы досмотрите до конца, то испытаете определенные эмоции. Пожалуй, начнем с того, что такое вообще это ваша Сая Наута. Еще аж в 2003 году, когда по Японии ходили динозавры, никому неизвестная компания Nitro Plus выпускает игру Сая Наута с такой лолей, похожей на ангела на обложке, у которой, кстати, почему-то видно трусики. Ну да, оказывается, это еще хоррор, драма и РГ ко всему прочему. Но знаете, что иронично? На заставке мы видим такую светлую девочку, как будто бы из рая. Хотя внутри вся игра больше похожа на ад во плоти. Кстати, когда я говорил про Nitro Plus, которые релизнули эту чудесную игру, я надеялся, что у вас в голове что-то щелкнет. Но если не щелкнуло, то скажу напрямую. В будущем, к середине десятых годов, Nitro Plus займутся производством таких игр, как Врата Штейна и Chaos Head, которые знатно так опустошили карманы Атаку в те времена с помощью Майюри. То есть я говорил это все для понимания, что люди, которые делали песню Саи, как вы понимаете, умеют делать новеллы. Или, по крайней мере, научились к выпуску Врат Штейна. А то, что вы увидите в этом видео, это, если честно, даже сложно читать, ведь текст буквально ложится на изображение. И идет настолько медленно, что, это очень сложно вытерпеть. А меню, чтобы вы понимали, может вызвать эпилепсию даже у здорового человека. Но почему бы тогда просто не скачать ремастер 2019 года? Ведь они даже выкатили его в Steam, заапскейлив все арты и добавив нормальное меню и текст в игру. Ах да, еще они полностью перенесли игру на другой движок, визуальную, новеллу. Вот да, вы проделали много работы по переносу игры на другой движок. И они перенесли игру на RenPy. Тут кто понял абсурд, тот понял. Но я не понимаю другого. Если смысл игры читать текст и смотреть картинки, то зачем? Как вы знаете, у меня уже есть опыт в написании визуальных новелл. Я не дефолтный чекалдырик, который пытается лезть в геймдев. Просто в этой ситуации вся их проделанная работа действительно имеет мало импакта в сравнении с затраченным временем. И еще, кстати, забыл сказать. Главное отличие ремастера от оригинала в том, что они убрали большинство шокирующих сцен и зацензурили все, что можно было зацензурить. Поэтому я лучше поиграю в окошечке 800x600 без цензуры. И можете свои апскейл-арты, которые делаются за пару секунд в нейронке, засунуть в свою зацензуренную задницу. Раз уж мы действительно возвращаемся в мрачное прошлое, я думаю, вас не должно смущать визуальное качество видоса. Но картинку я все же немного растяну, и давайте начнем. Сразу предупреждаю, история новеллы скомкана и перелопачена во временных эпизодах так, что пиздец. То есть сначала могут показывать будущее, потом настоящее, потом прошлое, все от лиц разных персонажей, но я постараюсь вас сильно не запутать. Само действие начинается с того, что нам показывают, как на непонятном языке разговаривает гора плоти, и в монологе главного героя нам объясняют, что это когда-то были его друзья. А вот это вот все кровавое месиво, то, как он видит этот мир. Это Сакисака Фуминори, собственно, и есть наш главный герой. И все это дерьмо происходит в его жизни уже третий месяц, но он пытается адаптироваться к новому миру, чтобы его не отправили в психушку, и делает вид, что с ним все нормально. Также, со слов Фуминори, 3 этих мерзких существа, которые сейчас разговаривают, его друзья из прошлой жизни. Давайте сразу без шизы покажу. Это Коджи, единственный друг Фуминори с яйцами. А это Йо и Аюми, 2 его подруги. И во времена, когда мир Фуминори был нормальным, Йо ему нравилась. Так вот, Фуминори прекрасно понимает, где он сейчас находится, и что мир вокруг него не изменился, это изменился он сам. То есть психически, вроде как он полностью здоров. Друзья спрашивают его, поедет ли он с ними на отдых, но для него это выглядит слишком мерзко, чтобы продолжать общаться. Поэтому Фуминори, как обычно, сливается, чтобы быстрее оттуда убраться, говоря, что ему нужно идти на обследование. Далее нам показывают тот же самый разговор его друзей, только с глаз нормального человека, где они сидят в кафе и планируют съездить вместе отдохнуть в горы. А Фуминори с отвращением на лице даже их не слушает и, смотря куда-то в пол, убегает при первой возможности. Естественно, его друзьям не совсем понятно его поведение, но они могут его понять, ведь по их словам уже прошло 3 месяца с момента
момента инцидента, когда в аварии Фуминори потерял родителей, и по словам очевидцев, было сложно различить, где тело его отца, а где матери. Естественно, это нихуевый такой удар по психике любого человека. А когда друзья посещали его в больнице, он их испугался, после чего его держали привязанным к кровати. И, собственно, по этой причине Фуминори не стал рассказывать докторам правду, потому что как минимум ему никто бы не поверил, и его оставили в психушке, а как максимум стали бы ставить над ним эксперименты. Далее Фуминори действительно идет на плановое обследование к доктору Рёко. Ну, сразу видно, что РГ на вылом. Рёко проводит обычный опрос Фуминори, если у него какие-нибудь жалобы. Возможно, какие-то визуальные галлюцинации после операции на мозге, но главный герой стоит на своем и говорит, что у него все более чем нормально. Из ключевых моментов для сюжета Фуминори настойчиво расспрашивает Рёко о профессоре Оюгай, который раньше здесь работал и пропал какое-то время назад. Но Рёко ничего не может или, возможно, не хочет рассказывать своему пациенту. Теперь нас снова кидают в мир Фуминори и показывают, как больница выглядит его глазами. И после огромного монолога от главного героя он быстрее спешит прийти домой, где, по его словам, остался последний лучик надежды. Также нам рассказывают, что родители Фуминори успели скопить достаточно денег до трагедии, и теперь у него есть свой дом и немало денег, которых хватит на какое-то время. Уже дома Фуминори встречает его девушка Сая, с которой они живут вместе. И, мне одному кажется, что ей лет 12 на вид. Ах, да, в Японии же тогда возраст согласия был 13. Из того, что я прочитал, они живут вполне обычной жизнью, ведь Сая единственная была нормальной в новом мире Фуминори. И чтобы их дом не был похож на гура-вечеринку в стиле техасской резни бензопилой, главный герой решил перекрасить вообще все, что было в комнате. В том числе он закрасил окна, ведь на улице смотреть, как вы понимаете, тоже не на что. И тут внезапно новое кулинарное шоу «Готовка кексов с Саей». Хотя там на самом деле даже цензурить-то нечего. Вот я понимаю, есть большие такие горы, да, сочные. А есть пустыня Сахара просто, как в данном случае. Нет, реально, ей что-то слишком мало лет. Я не понимаю, к чему эти сцены? Чтобы мы поняли, как они друг друга любят? Или чтобы показать, что Фуминори PDF-файл? Там, чтобы вы понимали, в процессе готовки она просила залить ее курасан кремом. Но такое я уже не могу показывать. Ну да ладно, на следующий день подруга главного героя Йо решила наконец признаться ему в любви после занятий. И ее даже не смутил холодный взгляд Фуминори. Она выдала целый сборник монологов по типу «Я чувствую, что с тобой последнее время что-то не так, скажи, в чем дело, мы тебе поможем, бла-бла-бла, и еще я тебя люблю». Но гигачат на главном герое сказал, что вообще ненавидит ее и не может на нее смотреть. После чего та убежала в слезах. По сути, его можно понять в этой ситуации, учитывая, что он видит всех монстрами. Но есть одна несостыковочка. В начале игры нам дали понять, что Фуминори вроде адекватный, и его психическое состояние нормальное. Он понимал, где и с кем он находится и зачем он что-либо делает. При всем этом прошло всего лишь 3 месяца, как он живет в этом мире, и я думаю, это недостаточно, чтобы ебануться. Так почему же он так грубо общается со своей подругой, как будто он уже стал психом? И этим вопросом также задались Аюми и Кодзи, решив так просто это не оставлять. Поэтому Кодзи пошел утешать Йо, а Аюми решает пойти домой к Фуминори и лично высказать ему все недовольство. Правда, она еще не знает, кто теперь живет у него дома. Как я и говорил, сюжет очень нелинейный, поэтому сейчас нас перекидывает уже на 3 месяца назад, когда Фуминори очнулся в больнице. Тогда он в первый раз открыл глаза и увидел вот этот пиздец. Но однажды ночью он увидел девушку, стоящую над его кроватью, Саю. Она удивилась, что Фуминори первый человек, который ее не испугался. И Сая рассказывает, что ищет здесь папу. Как вы понимаете, это тот самый профессор Аюгай, о котором главный герой расспрашивал доктора Рёку. И вышло так, что по ночам они разговаривали, и Сая стала единственной отдушиной Фуминори в его новом мире. А после Фуминори попросил Саю переехать жить к нему, пообещав взамен найти ее отца, поэтому они и стали жить вместе. И теперь мы уже возвращаемся в настоящее время, где Аюми пришла к нему домой, заходя в ни капельки неподозрительную открытую дверь. С возвращением прозвучал голос, имитирующий человеческий. Я, конечно, не эксперт, но после такого обычно стоит не идти дальше. Особенно при том, что в доме было абсолютно темно из-за закрытых и закрашенных окон. В доме Аюми находит полностью закрашенную в кучу цветов комнату, и от затхлого запаха она падает на пол, а когда смотрит наверх, то видит существо, сидящее на потолке. До того, как она смогла закричать, ее рот и нос были изолированы, живот тут же был разорван, и существо могло спокойно наслаждаться ее внутренностями. Знаете, это не то чтобы как-то пугает, это одновременно очень тупо и противно. Чуть позже домой возвращается Фуминори и чувствует приятный запах в доме, а пол, по его словам, стал похож на траву, в которой были разбросаны мячики, напоминающие фрукты и овощи. И там же он находит Саю, которая ест какую-то зеленую слизь. Фуминори тоже решает это попробовать, и то, что он съел, напомнило ему сочную грушу. Знаете, даже Саю это немного удивило, ведь она знала, что это. И потом они решили упаковать все фрукты в контейнеры, чтобы они сохранились в холодильнике, что почему-то сделало Фуминори впервые счастливым за последнее время. Но то, что они ели не совсем фрукты, думаю,
думаю, вы догадались. И сейчас, наверное, ваш главный вопрос, что такое Сая? Ведь Аюми перед смертью назвала ее монстром. Вообще, пока не хочу спойлерить и скажу свои мысли на момент прохождения. Так как Фуминори видит всех, кроме Саи, монстрами, то логично, что в реальном мире Сая, наоборот, выглядит как один из этих монстров. То есть вот таким вот существом. А в эту дырку, но он, собственно, и... да. Ебать ты лох! Ну что ж, Гура, хентай, лоликон, поедание своей подруги. Интересно, на чем же этот список особенностей игры закончится. На текущий момент Йо и Коджи уже 3 дня не могут связаться с Аюми, поэтому начинают уже свое детективное расследование. И так как Коджи знает, что Аюми пошла в этот день к Фуминори, то он решает проследить за главным героем, чтобы узнать, что он скрывает. Коджи едет с ним в метро до другого города и видит, как Фуминори идет в чей-то на вид заброшенный дом. Он прождал до вечера, но Фуминори так и не вышел, поэтому Коджи решил сам пойти в этот дом и посмотреть. Там нас встречает любимая графомания, где описывается каждый блядский угол дома, но если в 2 словах, то он не нашел в доме вообще ничего. А когда зашел в ванную, то увидел кучу мелких костей каких-то животных, и сзади него появился Фуминори, спросив, что он тут вообще делает. Главный герой рассказывает Коджи, что он пришел в этот дом в поисках профессора, потому что он в каком-то смысле обязан ему жизнью. Ну, типа, пока не появилась Сая, он хотел сделать самовыпил. Но про саму Саю он почему-то никому не рассказывает, хотя это вроде как нормально познакомить свою девушку с друзьями. Также это бы помогло его первоначальному плану не выделяться в обществе. Ну или чтобы они хотя бы просто знали, как она выглядит. Ведь, ну, и есть небольшая вероятность, что пока никто кроме тебя не видел твою девушку, она выглядит вот так. Затем Фуминори попросил Коджи больше за ним не следить, после чего в своей привычной манере ушел. В итоге зачем, почему и нахуя была нужна эта сюжетная арка, я не знаю. По пути домой Фуминори встречает соседа, писателя средних лет, который просто поинтересовался жизнью парня, пережившего трагедию. Но нашему Фуминори это, блять, очень не понравилось. Как эта груда мяса смеет с ним разговаривать? И я думаю, на этом моменте главный герой полностью потерял свою адекватность, ведь своими действиями он противоречил уже сам себе. Ведь в начале игры он хотел не выделяться среди других людей, а сейчас ведет себя как ЧСВ девочка-подросток. Ну и нам немного раскрывают этого мужика как обычного семьянина, который просто интересуется благополучием соседей. Впрочем, ничего необычного. Далее выясняется, что Сая украла медкарты Фуминори и изучила всю информацию, что по ее словам помогло ей лучше понять, как устроен человеческий организм. А дальше они опять делали что-то запрещенное на ютубе, потому что Сая хочет забеременеть. Ну и тут как бы произошло примерно такое. Как я и говорил, Сая начиталась всякой инфы о человеческом теле и решила проверить свои новые навыки на их соседе-художнике, у которого, напомню, есть жена и дочь. Пробравшись в его дом, Сая запустила свои тентакли к нему в голову, и он стал видеть мир так же, как главный герой. Но для психики мужика это оказалось фатально, и когда он увидел монстр, то начал забивать его насмерть тем, что попалось под руку. Пока на это все стоял и смотрел монстр поменьше, который с воплями «папа, не надо» начал убегать. Но папе было уже кристально похую, он догнал второго монстра и начал резать, пока крики не прекратились. Дальше выходит Сая, спрашивая, как она для него выглядит, и мужик со словами, что она очень красивая, ее надо наказать, погнался за ней в дом Фуминори, где схватил ее и начал принудительно готовить с ней кексы. Причем артов с этой сценой было даже больше, чем когда они развлекались с главным героем. Видимо, художникам сильно понравилась эта сцена. В этот момент домой приходит Фуминори и видит, как монстр, не похожий на других, развлекается с его Саей. Поэтому с яростью в глазах он порешал незваного гостя и обнял Саю, чтобы успокоить. Из этого эксперимента с соседом Сая выяснила, что умеет изменять сознание людей, поэтому говорит Фуминори, что может вернуть его видение мира обратно, если он этого пожелает. Тогда у нас появляется выбор вернуть все назад или оставить как есть. И я думаю, любой адекватный человек, как и сам Фуминори в начале, выбрали бы первый вариант. Очнувшись, он видит весь дом в крови и во что превратил свою комнату со всеми прилагающимися запахами. После чего сам звонит в полицию и все рассказывает. Как выяснилось, сосед-художник убил свою семью еще до того, как пришел к Фуминори домой, из-за чего его правдивая версия событий показалась полиции бредом, и на него повесили все 3 убийства. А также позже нашли остатки Аюми у него дома и добавили ее к списку жертв. После чего его отправили в психушку пожизненно, и даже если бы посчитали здоровым, то перевели в тюрьму. И там однажды ему под дверь протянула телефон с набранным сообщением Сая. Она сказала, что продолжит искать папу, чтобы отправиться туда, откуда она пришла. Фуминори написал, что любит ее, и она может навещать его когда угодно. А Сая отвечает: «Я навещу, спасибо, прощай, Фуминори». На этом главный
герой остался ее ждать, вечно мечтая о ее лице и голосе в своем новом белоснежном мире лечебницы. Это, по идее, должна быть концовка адекватного человека, где Фуминори получил все, что действительно заслуживал. Но теперь давайте представим, что главный герой долбоеб, и он решил оставить все как есть. После этого выбора Фуминори понимает, что Сая не человек, и даже несмотря на это, хочет остаться в ее версии этого мира. И он даже осознал, что это был его сосед, и они будут есть его внутренности, которые все еще кажутся ему очень вкусными. То есть он буквально осознанно принял новую реальность во имя любви. Но, по-моему, это не совсем здравая мысль. Особенно учитывая факт того, что Фуминори студент, учащийся на доктора, и он-то должен понимать, как никто другой, что есть сырое мясо себе подобных не очень круто. Но ладно, допустим, я закрыл глаза на все сюжетные дыры. И мы принимаем тот факт, что с этого момента главный герой потерял остатки своей человечности. Я бы даже сказал, что теперь он антагонист в этой истории вместе с Саей. Только в отличие от Саи, которая не понимает, что хорошо, а что плохо, он действует осмысленно и буквально становится злодеем. Кстати, когда Фуминори ездил в старый дом профессора, то нашел там фотографию загородного дома с адресом на обратной стороне. И, скорее всего, это был ключ к тому, как найти папу Саи. После занятий Фуминори просит Коджи съездить с ним по тому адресу, и так как у Коджи есть своя машина, он соглашается. А пока они несколько часов будут ехать до другой префектуры, второй подружке по имени Йо приходит сообщение от Аюми, что якобы она ждет ее в доме Фуминори. Ну, если вы забыли, Аюми уже чилит по кускам в контейнерах. То есть логично сделать вывод, что это написала Сая с телефона Аюми. Также она написала, чтобы Йо приходила одна и никому не рассказывала. Знаете, это ни капельки не подозрительно. Но в голове Йо, видимо, вата вместо мозгов, поэтому она реально решила вечером пойти домой к Фуминори одна. И даже смердящий запах плоти и звонок телефона Аюми на втором этаже ее никак не насторожил. Поэтому она пошла и попалась в ловушку тентаклей Саи, которая начала делать с ней всякие очень плохие вещи. Я извиняюсь за повторное использование этой вставки, но буквально это и происходит на экране. И помните, я говорил, что есть горы, есть пустыня? Ну так вот, тут самые настоящие такие горы. И если вкратце, то Сая не собиралась убивать Йо. Она наоборот сделала ее чем-то вроде безвольного животного, чтобы пользоваться ею для плотских утех вместе с Фуминори, а в реальности изменила ее тело до неузнаваемости. И это я, наверное, не смогу показать вам даже с цензурой, но для понимания она была чем-то похожа на Мити из бездны. Ну, собственно, от этой игры от другого я не ожидал. В это время Фуминори с Коджи добираются до второго дома профессора. Они также изучили весь заброшенный дом и даже подвал, но по итогу не нашли ни единой зацепки. Также пару дней назад Коджи с Йо ходили общаться с доктором Фуминори, и она сказала обращаться к ней, если они узнают что-то подозрительное. Поэтому Коджи решил набрать ей, пока Фуминори не видит. Ведь то, что происходит в последнее время, действительно подозрительно. Но звонок не прошел, и он попал на автоответчик. После чего Коджи набрал Йо и услышал все, что Сая с ней делала, включая странные звуки и мольбы Йо о помощи. Что происходит? Эй, как ты? Я гнию, моя кожа плавится, мое ухо сейчас отвалилось. Ну, примерно, думаю, вы поняли. Их телефонный разговор прерывает Фуминори и сталкивает Коджи в колодец. А он вообще не понимает, какого хуя его друг так с ним поступает, и просто уходит, оставляя его умирать. А все это был их план Саи по избавлению от свидетелей. Ведь трое друзей Фуминори единственные, кто могли помешать их счастливой жизни. Ну, по крайней мере, они так думали. Чтобы вы понимали, я уже с первой половины этого видео пытаюсь вам донести, что Сая и Фуминори это антагонисты в этой игре. И то, что история рассказывается по большей части от их лица, это интересный опыт. Ведь обычно негативным персонажам и их мотивации уделяется меньше времени, чем так называемым героям. Далее, добираясь до дома, Фуминори встречается с Саей, и она говорит, что приготовила для него сюрприз. Сюрпризом оказывается обнаженная ее, которую Сая своими манипуляциями заставила сойти с ума. И все это только ради того, чтобы сделать ее игрушкой для своих половых утех. А дальше там очень долго и конкретно описывается, что они с ней делали во всех вариациях. Ну, мороженое ели жену, а вы что подумали? Я понимаю, что в третий раз использовать эту вставку может быть действительно перебор, но это то, что действительно происходит в этой игре раз за разом. Ладно, пожалуй, заскипаем эту кринжатину, никак не влияющую на сюжет. Потому что в это время Коджи уже отбросил надежды на жизнь в холодном колодце, как вдруг к нему на помощь приезжает доктор Рёко. Собственно, на вопрос, как она его нашла, она вполне логично отвечает, что Коджи сам ей звонил, а после долгое время не отвечал. Далее Коджи настаивает на том, чтобы скорее позвонить в полицию, но Рёко, кажется, знает больше, чем все в этой игре, и находит в этом же колодце тайный проход, который выводит их в странную комнату для каких-то экспериментов и обрядов. Там же они находят профессора Аюгая, который пустил себе пулю в голову, причем достаточно давно. И Рёко забирает оттуда все записи, которые могут помочь им понять, что такое Сая. Ведь Рёко давно догадывалась, что профессор Аюгай мутит что-то странное. Далее Рёко с Коджи объединяются в команду, чтобы остановить Фуминори и спасти ее. По плану Рёко остается изучать все документы про эксперименты профессора Аюгая, а Коджи в это время едет обратно собирать информацию и готовить
готовится к мести. Рёка даже дает ему для этого дела короткоствольный револьвер, а если быть точнее, CGT, Cold Detective Special. Да, вот такой вот я у вас умный. В машине Коджи еще раз прогоняет в мыслях все, что с ним произошло, и впадает в истерику. Ведь он не знает, жива ли еще Йо и что с ней сделал Фуминори. Поэтому решает позвонить ему и припугнуть, поставив ультиматум, ведь Фуминори был уверен, что Коджи не выберется из этого колодца. В двух словах они договариваются на том, что Фуминори отпустит Йо, если Коджи придет один и принесет все доказательства существования Саи с собой. Ну и как вы понимаете, они оба хотели друг друга убить, а Йо и доказательства были просто предлогом встретиться. Затем Сая с Фуминори решают покинуть дом, потому что думают, что полиция может нагрянуть в любой момент. Но Коджи не собирается обращаться в полицию, потому что хочет сделать все сам. Поэтому идет домой к Фуминори. Когда он заходит внутрь, то буквально охуевает с того, что там происходило, но Саи и Фуминори там уже не было. В какой-то момент Коджи начинает сочувствовать Фуминори, думая, что ему нужна помощь. Но потом он находит в холодильнике остатки Аюми, и желание помочь превращается в желание всадить в Фуминори пулю. И нам дают выбор позвонить Фуминори или Рёко. Но я решил, что вместе с Рёко, которая все это время изучала информацию из документов про Саю, у них будет больше шансов, чем если бы Коджи в порыве ярости пошел один. В это время Фуминори и Сая уезжают за город и находят заброшенное здание, решая там остаться, и разрабатывают план, как они будут устранять Коджи, который, по их мнению, является последней преградой на пути к их счастливой жизни. А Коджи встречается с Рёко, и они разрабатывают уже свой план действий. Рёко рассказывает, что тело Саи состоит из плоти, которая способна моментально регенерировать, поэтому чем-то ее пронзить или пристрелить может не сработать. А значит, нужно сначала заморозить ее с помощью жидкого азота, а потом уничтожить. Тогда они еще раз созваниваются с Фуминори, и он говорит, куда Коджи должен прийти. По дороге до места начинается графомания на полчаса о том, что в голове у Коджи. Очень интересно, в скобочках нет, предлагаю скипнуть. Когда Коджи добирается до того самого заброшенного здания и заходит внутрь, то не видит ничего, кроме кромешной темноты. А я не вижу ничего, кроме графомании и описания всего, что можно описать текстом во время самой, сука, главной экшн-сцены в игре. В моменте Коджи слышит склизкие звуки, напоминающие человеческую речь, и как будто сквозь что-то, не имеющее рта, к нему обращается Йо с просьбой ее убить, потому что ей больно, все время больно. Коджи посветил фонариком в место, откуда исходил звук, и увидел то, чего он не мог себе представить. От испуга он достал ствол и начал шмалять, пока не закончились пули, но существо вцепилось в него, прося закончить. И на каких-то инстинктах Коджи нашел трубу, которая подвернулась ему под руку, начав забивать это существо, пока оно целиком не превратилось в фарш из кровавого месива. А в этот момент к нему сзади с топором подобрался Фуминори. И знаете, драки в визуальных новеллах всегда выглядели очень смешно. Какие-то там картинки дрыгаются, и периодически экран становится белым, непонятно зачем. А каждый удар и все происходящее описывается текстом. Все-таки я, как своего рода разработчик, со всей уверенностью еще раз вам заявляю. Если вы хотите сделать хорошую визуальную новеллу, то там не должно быть прямых сцен драк. Ну и если в двух словах, то Фуминори махал топором туда-сюда, и Коджи, выждав момент, ударил его трубой так сильно, что Фуминори больше не мог драться. Но в этот момент подкрадывается Сая и захватывает Коджи своими тентаклями. И я уже подумал, что сейчас начнется гейский BDSM хентай, но тут выбегает Рёка и хуярит по Сае из дробовика, из-за чего ее хватка ослабевает. И Коджи успевает облить еще не восстановленное тело Саи жидким азотом, что по сути не оставляет ей шансов как-то регенерировать. И вы думали, на этом сюжетные повороты закончились? Ага, конечно. Внезапно Фуминори всаживает топор в Рёку, пытаясь спасти Саю, но Рёка все равно успевает выстрелить в последний раз. После этого Фуминори, потеряв все, что было ему важно, ставит перед собой топор и лицом насаживается на лезвие. А Коджи видит картину, как к трупу Фуминори подползает то, что осталось от Саи, и наконец-то все движения в комнате заканчиваются. Вообще, я думал, что сейчас Коджи вызовет полицию со скорой, и они спасут Рёку, но, видимо, этот удар топором был для Рёка фатальным, поэтому Коджи никуда не звонит и просто уходит, заканчивая весь этот пиздец. Дальше нам показывают их разговоры с начала игры, когда они думали, куда бы поехать на отдых, но в этот раз все стены были из плоти, а у Фуминори не было лица. При этом, например, Йо говорит, что хотела бы посмотреть, как едят Аюми-чан. И теперь этот сон каждую ночь преследует Коджи. Его жизнь теперь тоже похожа на кошмар. Он ведет затворнический образ жизни и каждую ночь попадает в личный ад. А с недавнего времени к нему стала приходить Рёка после того, как он просыпался, которая при жизни рассказывала, что у нее всегда был выход на случай чего, чтобы ты всегда мог сделать хоть что-то, кроме бега от своего ужаса. Только вот Рёка уже давно умерла, и он сам закопал ее с Фуминори около того заброшенного здания. И тогда Коджи понял, что еще немного, и он может сойти с ума окончательно. Возможно, как Фуминори, поедать людей или еще чего похуже. Но такого исхода для себя он не хотел. Поэтому, по советам еще живой Рёка, у него всегда был припрятан револьвер с одной пулей, который гарантировал ему спасение.
Это была моя концовка, и я не знаю, каноничная она или нет, но, по крайней мере, это лучше другой концовки, где Коджи выбрал бы позвонить Фуминори самому, не дожидаясь Рёка. В этом случае он бы просто так погиб, и план Фуминори сработал, а Сая получила крылья и стала бы перестраивать мир под себя. Типа, чтобы все видели его из плоти и пожирали друг друга, или чтобы люди стали рабами существ, подобных Саи. Знаете, если честно, я не очень хочу разбираться в психоделике из 2003 года. Ну и хорошая ли эта игра? Если честно, не знаю, но, наверное, для своего времени неплохая. Но если оценивать на данный момент, то все, что я увидел, это вымышленная история про разные мерзкие штуки, опять же, ради жестокости. Я не увидел в истории никакого посыла и глубинного смысла, но с другой стороны, это достаточно реалистично, ведь в жизни тоже не везде есть смысл. Опять же, изобилие сюжетных дыр, слишком много каких-то нелепых совпадений. Типа, знаете, это как один большой механизм, и он вроде как работает, но если убрать одну маленькую деталь, он ломается. С сюжетом песни Саи то же самое. Вот, допустим, когда подруга главного героя Аюми пришла к нему домой и услышала странные звуки, она могла сразу убежать от входной двери, как сделал бы любой адекватный человек. И уже 3 таких концовок бы не случилось, а в этой игре их всего 3. У песни Саи много фанатов по всему миру, но я так и не понял, почему игра вообще имеет такое название. Поэтому, пожалуй, я не пополню ряды фанатов Гурятины и PDF-файлов. Пускай это и та же компания, которая создала мою любимую визуальную новеллу «Врата Штейна». Ну, если что, я не имею в виду, что разрабы равно сценаристы, это больше подрядчики. Пишите в комментарии, что думаете по этому поводу, и чем больше будет лайков, тем быстрее выйдет следующее видео подобного формата. А это мои подписчики с Бусти, всем вам тоже передаю привет и огромное спасибо за деньги. Ну и пока что на этом все, когда-нибудь еще увидимся.